Капли Зиртек– это антигистаминное, противоаллергическое средство. Показания. Применяется для лечения симптомов круглогодичного и сезонного аллергического ринита и аллергического конъюнктивита, такие как зуд, чихание, заложенность носа, ринорея, слезотечение, гиперемия конъюнктивы. Применяется при сезонной лихорадке, полиноз, крапивнице, аллергических дерматозах, в том числе атопическом дерматите, сопровождающейся зудом и высыпанием. Способ применения и дозы. Применять внутрь. Дети старше 6 лет и взрослые. Начальная доза 5 мг. 10 капель. Один раз в день. При необходимости можно увеличивать до 10 мг. 20 капель. Один раз в день. Иногда начальная доза 5 мг может быть достаточно для достижения терапевтического эффекта. Суточная доза 10 мг. 20 капель. Дети от 6 до 12 месяцев 2,5 мг, 5 капель, один раз в день. Дети от 1 года до 2 лет 2,5 мг, 5 капель, до 2 раз в день. Дети от 2 до 6 лет 2,5 мг, 5 капель, 2 раза в день. Или 5 мг, 10 капель, один раз в день. Больным с почечной недостаточностью доза уменьшается в зависимости от клиренса креатинина. При клиренсе креатинина 30-49 мл в минуту 5 мг один раз в день. При 10-29 мл в минуту 5 мг через день. Противопоказания. Повышенная чувствительность к цитиризину, гидроксизину или производным пипиразина, а также другим компонентам препарата. Термальная стадия почечной недостаточности. Беременность. Период грудного вскармливания. Детский возраст до 6 месяцев. Ввиду ограниченности данных по эффективности и безопасности лекарственного средства. С осторожностью применяют при детском возрасте до 1 года. Особые указания. У пациентов с повреждением спинного мозга, гиперплазией предстательной железы, а также при наличии других предрасполагающих факторов к задержке мочи, требуется соблюдение осторожности, так как цитиризин может увеличивать риск задержки мочи. При объективной оценке способности к вождению автотранспорта и управлению механизмами достоверно не выявлено каких-либо нежелательных явлений при приеме препарата в рекомендованной дозе. Но тем не менее, в период приема препарата целесообразно воздержаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Побочные действия. Со стороны иммунной системы. Редко. Реакция гиперчувствительности. Очень редко. Анафилактический шок. Со стороны нервной системы. Часто. Головная боль. Повышенная утомляемость. Головокружение. Сонливость. Нечасто парестезии. Редко судороги. Очень редко извращение вкуса. Дискинезия. Дистония. Обморок. Тремор. Тик. Нарушение памяти, в том числе амнезия. Психиатрические расстройства. Нечасто. Возбуждение. Редко. Агрессия. Спутанность сознания. Депрессия. Галлюцинации. Нарушение сна. Суицидальные идеи. Со стороны органов зрения. Очень редко. Нарушение аккомодации. Нечеткость зрения. Нистагм. Со стороны органов слуха. Частота неизвестна. Вертиго. Со стороны пищеварительной системы. Часто. Сухость во рту. Тошнота. Нечасто. Диарея. Боль в животе. Со стороны сердечно-сосудистой системы. Редко. Тахикардия. Со стороны дыхательной системы. Часто. Ринит. Фарингит. Со стороны обмена веществ. Редко. Повышение массы тела. Со стороны мочевыделительной системы. Очень редко. Дизурия. Энурез. Задержка мочи. Со стороны лабораторных показателей. Редко изменение функциональных проб печени. Очень редко тромбоцитопения. Со стороны кожи. Нечасто. Сыпь, зуд. Редко крапивница. Очень редко ангионевротический отек. Стойкая эритема. Общие расстройства. Нечасто. Астения. Недомогание. Редко периферические отеки. Повышение аппетита. Условия хранения и срок годности.
Хранить при температуре не выше 30 градусов. Срок годности 5 лет.